Я Купили расстроилась. баночку сардин. Одна малюсенькая баночка за 15 евро. Запаковали нам ее. Золотой фонд. Ну, дороговато. Мы не расслышали, я думала, она 6 евро стоит, а она 15. Он же сказал 15. Я не услышала. Ну окей, взяли. Ну вкусная. Вот такая нескучная атмосфера этого яркого города. Переправляемся опять поверху из Вилла Нова де Гая на мост, а потом опять перейдем по нему в Порту. Вот. На этом фуникулере мы еще не катались. Возможно, завтра поедем, съездим, куда он возит, узнаем. Город противоречий. Красота и обшарпанность. Все в одном месте, все рядом, все как-то уживается. После шикарной прогулки зашли в ресторанчик. Заморочили голову официанту, потому что он нас не понимал, а мы его. С переводчиком он нам рассказал, какие блюда у них есть. И сейчас я себе заказала блюдо с треской, которое здесь не водится. Но в Норвегии же мы не попробовали ее, поэтому попробуем в Португалии. Вот. Увидите, популярное здесь блюдо. Французиньо, по-моему, называется. А у меня треска с яйцом, с оливками. Выглядит аппетитно, красиво. Немного. Да. Приятного аппетита. Горячая. Сегодняшний день подошел к концу. Мы так здорово нагулялись, купили билетики и едем домой. Ну, в наш автодом на автобусе. Завтра продолжим наше путешествие по порту. До завтра. Доброе утро. Следующий день наш в порту. Сейчас купим воды и поедем гулять на набережную к океану. Поехали с нами. Мы не задумывались, какой сувенир привезти из Португалии, из города Порту. Конечно, портвейн. Взяли разного на подарки. Розовое, красное и в красивых таких упаковочках. Цена средняя от 8 до 17 евро. Вот это, например, 17. Думаю, что из-за подарочной упаковки красивой. Ну и вот, это я уже показывала. В общем, здесь с подарками долго не задумывались. Взяли то, что нужно взять. Едем в центр. Хотим заехать в красивый книжный магазин. Он как музей. И дальше на набережную гулять. Гулять, гулять и еще раз гулять. Весь день гуляем. Автобусы здесь очень комфортные, чистые. Ехать приятно. Работает кондиционер, поэтому поездкой наслаждаемся. За окном плюс 33. А здесь хорошо. Прогуливаемся по порту. Наталья, как всегда, цепляется за каждую витрину. Я просто смотрю. Но если что-то попадется, видите, я уже в новых бусиках, которые вчера Витя купил мне. И браслетик. Говорит, что я цыганка Аза. Ну, цыганку не похожа, на Азу немножко. Аза Николаевна. Да. Мы же гуляем. Да, гуляем.
Сантьяго де Компостела. Это самый короткий путь из Порту в Испанию. Идут паломники примерно 10 дней. Получают паспорт пилигрима. Я думаю, мы сейчас увидим таких людей. У них на рюкзаках обычно ракушка большая. И по этой ракушке их можно узнать. И тоже все заезжено ютуберами. Да, людей очень много здесь, очень много. Уже такое знаковое место. Ну и мы сюда тоже. Мы не отстаем. Но мы никуда не пойдем. Не, 10 дней мы пешком не пойдем. Столько времени нет. Мы поедем. Поедем дальше в Испанию купаться, тюленить. Очень колоритно. Полуразваленные дома. Ну, это их колорит такой, да? Кажется, один дом стоит на крыше у другого. Ну вот, это центральная площадь этого собора. Кто идет путь пилигрима, заходит внутрь, получает паспорт и отправляется в свой нелегкий путь. Ну и вот такие строения. Скажи, сколько стоит? Ведь ты же смотрел покататься. 2 часа или час? Сколько? 25 евро, по-моему. Аза Николаевна опять зашла в магазинчик. Ну что, я смотрю. Если что-то понравится, только тогда куплю. Я ж не куплю ненужное. Куплю только ненужное, но красивое. Очень узкая улица с многочисленными кафешками, магазинчиками. Многолюдно. А с другой стороны умудряются даже в 2 ряда поставить столики. Зашли в магазинчик в национальном стиле. Их знаменитая плиточка. Очень яркая и красивая. Она подсвечивается. И просят: купи меня, купи. Купи, купи. Эта плиточка называется азулежу. Орнамент позаимствовали когда-то давно у арабов. И теперь это национальный продукт. Вот так. С миру по нитке. Кстати, корка здесь присутствует везде, во всем. И Португалия мировой лидер по производству корки. Вот она плиточка, это такая. 1 евро стоит плитка. А нет, не 1, 3. 3 евро. Нам она не нужна. И очень много керамики. Очень много. Символ Порту – это петух. Петух и мост. Нет, не подходит? Не подходит? А ну тогда вот такой. Нет, тоже нет. Все керамика. Камень как камень. Камень, да. Подошли к красивой церкви какой-то. Посмотрим снаружи. И пойдем дальше. Для себя отметила, сейчас зашла в кафешку. Мороженое почему-то не пользуется спросом. И цена 10 евро. Есть такое за шарик. То есть мы вчера поели, наверное, мы поели вчера, получается, дешево. 4,40, да, шарик был? И людей вообще нет. Наверное, стульчики, да, это, наверное, служители церкви уже. Или алтарь это. Ну, И электромобильчики под старину. не так-то просто попасть в этот книжный магазин Лаврария. Очередина. Да. Я туда идти уже не хочу. И похоже, здесь нужно покупать билет ведь. Только из-за очереди идти не хочу. Ну, давай посмотрим, ведь это одна из достопримечательностей. Мы хотели сюда попасть. Давай посмотрим, где продают билеты, почем они и как долго это. Живая очередь. Здесь тоже, смотри, по времени.
Билеты ко времени, как в Саграде. На 14:30, на 14:45 кто покупает билет. Смотри, стоят. Я хочу зайти. В Балье мы быстро попали, потому что купили билет самый дорогой, который включает все. Давай здесь купим и зайдем без очереди. Ну, давай ты купишь и зайдешь, а я посижу с тобой. Ну, я подумаю. Я хочу с тобой. Решили все-таки мы не заходить в этот книжный магазин. Мы потеряем очень много времени. Очередь огромная, желающих много. А хочется побольше увидеть в городе именно. Поэтому поедем, наверное, на набережную. Погуляем там и просто погуляем по городу. Как здорово просто гулять по улицам. Нет намеченного плана, маршрута. По каким-то городам, по каким-то странам. Просто ездить и смотреть, и гулять. Здорово. Мне нравится. Что бросается в глаза, так это очень много мусора в городе. Одно дело старые обшарпанные дома, это создает какую-то свою картинку колоритную. А другое дело и в центре города, и на периферии где-то, везде мусор. Почему-то не убирают, и это портит всю картину. Жаль. Ну, идем. Хотя мусорники везде есть. Почему не бросают? Вот рядом. Вон дальше, в пределах обозримого. Да, ну, мусор везде. Еще немного заметили, что даже старые обшарпанные такие домики украшены какими-то нелепыми флажками, цветочками. Стараются как-то облагородить. Но вот это белье, которое часто видишь на центральных улицах, оно висит, свисает, прям это очень некрасиво. Такие спуски мне напоминают чем-то улочки Киева. Все время то вверх, то вниз что-то есть похожее. Сколько заброшенных домов. Я ничего не понимаю. Почему так? Разбитых в центре, никому не нужно. Не убирают их совсем. И не реставрируют, и не сносят. Такие закоулочки, как в фильме «Бриллиантовая рука». Упал, очнулся, гипс. Узко-узкая старая мощеная улица. И все время вниз упираешься ногами, чтобы не покатиться. Кстати, здесь даже поручни для этого есть. Видишь, справа. Ой! Вот в магазине сувенирном одна такая плиточка стоила 3 евро. Я сомневаюсь, что в этом магазине эта плитка куплена, потому что дом Можешь отколупать ее, будет бесплатно. дорого обойдется. А там уже другой. Никто не заметит. Другой узор, смотри, с той стороны. Но там уже более новая. Сейчас будем катиться кубарем. Ну нет, поручни есть здесь тоже. Ржавенькие, но есть. Но надо быть осторожным. А как за него взяться, если он здесь это? К стене приклеен. К стене, да. Ну вот в этом месте можно руку вставить, а в некоторых вообще классно бродить по таким улочкам. Где идешь, не знаешь. Иногда навигатор смотришь, хотя бы направление, а так идешь, спешить некуда. Гуляешь, рассматриваешь такие старенькие районы, как живут люди. Интересно. Эскалатор даже есть. И, по-моему, он даже рабочий. Нам туда или... Вот так мы гуляем второй день. Не знаю, сколько мы километров натоптали вчера. Не знаю. Пришли поздно, наелись и спать. А сегодня опять сначала все. Ну, тоже узкая улица, смотри, сюда заходит. Такие катакомбы какие-то, да? Так к речке ведет, видишь, дорога.
Ой, а дальше узко тоже, смотри, как Ага. проходики узкие. Смотри, ведь это денежное дерево. Говорят, если отросточек взять, ну, без разрешения, то оно потом будет дома очень хорошо расти. И оно денежное. Денег много будет. Вот везде так. А снизу, когда смотришь на все эти постройки, кажется, что один дом стоит на другом. Вот как это строилось? Как? Смотрит сосед. Машет: привет! Куда окна выходят? Окна смотрят в окно другому. Очень узко. Тень все время. И входы Света для кадриков, белого смотри. не видишь. А? Входы для кадриков. Да, тоже Подойди к низкие. нему. Да, да, как мы... Где это было? В Бремени, по-моему, да, улица Лилипутов. Смотри, ну, как бы я не лилипут, и я не прошусь никому в гости, ну вот. 1,62 м. Вон оттуда мы пришли. Эскалатор, который не работает. А представляете, кто живет на самом верхнем ярусе, в магазин спускаться и бегать с сумками туда, сюда. Трамвайчик. А это сейчас поедем. Едем на трамвайчике. Очень старый трамвай. И, конечно, интересно было бы сесть, но все рекомендуют ехать либо утром здесь, либо поздно вечером, чтобы ты сел, занял место и в окно любовался. Но ведь покажи вот кадр, как все сделано у водителя. А руль какой, смотри. И двери открыты, будь осторожен. А в салоне, смотри, ведь лампочки какие, все деревянное, тарахтит. Как в музее находимся. Билет сюда стоит 1,6 евро. Вот 12 евро нам в одну сторону на двоих. Поездка 20 минут, 25 примерно. Ну, едем, это мы едем на набережную. Странно, сиденья такие старые-старые. Интересно, сколько лет этому трамваю? Почему-то на улице туман над рекой. Или Komt er zo niet doorheen? что-то необъяснимое. Het is niet zo heel erg in de tram. Ik vind niet gemakkelijk. Вот так он работает, слышите? Чувствуешь себя частью истории. Нет, поехали. Кстати, этот маршрут лежит вот напротив, еще трамвайчик проехал такой же. Вдоль реки, по которой мы вчера катались. Почему-то как туман. И ветер очень прохладный. Dat ze niks meer ziet. Туман, солнце. Конечная, вышли мы из этого трамвайчика и как будто попали в другой город какой-то, в другой мир. Проехали 20 минут на нем. Ожидание у меня было, что мы едем на пляж, на набережную. В городе было солнце. И заехали, а здесь туман. Очевидно, с океана, не знаю, ничего не видно абсолютно. И вот так едь сюда с купальником, позагорать на пляже. Город один, погода разная. Купальник не нужен. Будем просто гулять опять. И прохладно. Да, очень свежий ветер. Приятно гулять, по крайней мере, точно. Но загореть невозможно. Я себе представляла набережную океана совсем другой. Солнечной, веселой, с пальмами и попугаями. Пальмы есть, попугаи кричат. Нет солнца и океана не видно за туманом. Очень спокойно. Все, молоко сливается, вода и небо. Вот где здесь край? Идешь как ежик в тумане. Это как раз про сегодняшний день, про сегодняшнее утро.
И спотыкаешься. Ну да, неровно. Таких вот. Аккуратно. Из трамвая осторожно не вывались. Здесь осторожно не упади. Ну вот так. Все равно хорошо. Смотри, крепость. И рядом с крепостью обычная многоэтажка. Люди живут на берегу океана. Не знаю, может быть, плохо видно, Все в тумане. потому что туман, да. Как нам повезло вчера, да? День был такой ясный, такого тумана не было. Ну, вот мы и на берегу Атлантического океана. Людей немного, надо сказать. Песочек, камешки, галька мелкая, теплый, прям приятный. Волны. Ну, наверное, это небольшие для океана, да? Сейчас узнаем, теплая ли водичка, можно ли здесь вообще купаться. Хотя люди купаются. Витя пошел пробовать воду. Вить, ну как, вода холодная? Ну, чуть-чуть холоднее, чем у нас на озере. Хочешь пойти? Ну, я попробую тоже, да. Пойду и я попробую водичку. Витя сказал, что немножко прохладнее, чем у нас на море. Осторожно, волны! О, холодная! О, я ухожу! Я ухожу. Да, это не место, где можно с удовольствием находиться в воде. А? Ну, меня волна напугала. Я не хочу намокнуть. Везде видел знаки? Осторожно, волны. Это все-таки не море, а океан. И волна, наверное, сильнее. Я бы сюда, наверное, купаться не пошла. Холодная вода, и хочется в теплом море покупаться, а не в ледяной воде. У нас своя такая есть. За лето ни разу не искупались даже. Камешки разного цвета, красивые. Розовенькие, маленькие. Оставим здесь. Классно! Нечаянно попала в волну. Штаны мокрые. Теперь я их месяц стирать не буду. Они же в океанской воде шли и решили заглянуть на звук музыки. Посмотрим, что здесь. Какой-то маркт во дворе. Те же самые бутылки портвейна стоят. О, деревянные игрушки и футболки. Ручная работа. 30 евро машинка. Опять же изделия из керамики. Много, и сережки, и колье. Футболки. Почем такая футболочка, интересно? Алло. Прайс? Oh, these three. Oh, sorry. So these three surfers collection is 25, and this is our latest collection. It's 35. Ага. Остановились около какого-то столика с такими интересными игрушками, непонятными. Витя говорит, что они распечатаны на 3D принтере. Ну, недешево. Есть маленькие, подвижные такие. Это 5 евро. Что с ней делать? Как ей играть? Дети, наверное, знают как. Для Эви не нужна такая штучка на сумку. Это ж не на 3D принтере. Вот маленький совсем. Крошечный, 1 евро. Ну и чего только тут не встретишь. И, конечно же, столик с коркой. Вот небольшой разнос, 30 евро.
А дома я сделала шикарную картину. Я думаю, она на сотню затянет. Надо подумать, кому ее продать. Решили заглянуть в Макдональдс португальский. Здесь есть много в меню такое, чего у нас нет. Вот поэтому и взяли. Я взяла гороховый суп. Сейчас попробуем, какой он на вкус. Здесь 200 граммов. По цвету, как гороховый суп. Сейчас попробуем на вкус. О, нет. Здесь какая-то фасоль плавает. Вообще не соленый. Это невкусно. Этот суп стоил 2,90. 2,90. Он невкусный. Он не похож, он горохом даже не пахнет. Это на горох совсем не похоже. Какие-то длинненькие палочки. Вот они. Что это? И совсем не соленая. Но это не гороховый суп. Хотя назвали его гороховым. Что это плавает такое? Стручки гороха. Не знаю. Ободрали гороха. Да. Это невкусно. Это лучше. Шли. Нежданно-негаданно прилетела какашка. Да нет, это медаль за посещение Португалии. Увидите, теперь новая футболка. Тебя, наверное, не слышно. У меня обновочка. Грязную футболку мы выкинули. Все. Ты доволен? Да. Спускаемся вниз, туда, где вчера были. На набережную. На набережную, потому что надо купить сувенирчики. Поэтому мы перешли через мост, вернее, под мостом. Вилла Нова де Гаи, и вот там такой эксклюзивный товар, только там. Красиво, да? Может, и тут где-то есть, но мы не нашли. Пойдем по нижнему уровню теперь, да? Да. Идем по нижнему уровню. Толпа людей, толпа машин. А вчера мы шли вот там высоко. Рынок на полу. А потом, знаете, как бывает, брюки превращаются в брюки, потом это быстро все сворачивается, их тут нет. Все, что хочешь. Напольный рынок. Порто вечером оживает. Становится прохладно, празднично. Подошла наша очередь ехать на фуникулере. Наверх поедем сейчас. Поедем. Почему поедем? Но это не точно. Точно. No, tú estás haciendo porque ahí en el cruce. Поехали. Mira, ahora yo estoy como en la feria. Subimos arriba del todo y cuando subimos arriba nos suelta decimos... No, calla, es horrible. Вот и прошла неделя нашего отпуска. И она прошла на ура.
впереди еще 2 недели. И они будут тоже очень разные и интересные.